Здравствуйте! Западная Африка, Гана. День за днем к побережью этой страны прибывают корабли с тюками из Европы, США, Китая и Австралии. Они везут сюда горы поношенной одежды. Добро пожаловать на один из крупнейших в мире рынков подержанной одежды. Подсчитано, что на рынке Кантаманта в Гане каждую неделю продается более 15 миллионов предметов одежды. Только за одну неделю на рынок прибывает около 100 грузовых контейнеров, наполненных миллионами предметов одежды. В Гане такой груз называют «аброни ваву» или «одежда умерших белых мужчин». Поношенная одежда, которую сюда везут со всего мира, это, как правило, одежда, представляющая собой обноски из благотворительных магазинов западного мира. Большинство одежды пребывают в непригодном для носки состоянии. Следы пота и грязи видны невооруженным взглядом. В то же время торговля поношенной одеждой позволила создать много новых рабочих мест. Сегодня на рынке работают около 30 тысяч человек. Эти люди всеми силами пытаются заработать на жизнь с помощью дешевых брендов быстрой моды. Более трети всего, что поступает в Кантаманта, уходит в отходы. Как, например, такая вещь. Такие вещи попадают на свалки и пляжи, превращая часть Ганы в одну общую ядовитую свалку. Таким образом, вся нежеланная мировая мода заканчивает свое путешествие здесь. То, что вы видите, это лишь небольшой фрагмент того, что на самом деле лежит на дне океана. Активисты-экологи называют их щупальцами. Когда они впервые вымываются из моря, они очень длинные. Это создает экологическую катастрофу невообразимых масштабов. Лиз Рикетс, возглавляющая неправительственную организацию, выступающую за информирование о кризисе текстильных отходов в Гане, возлагает вину за такое положение дел на международные дома моды. Сегодня столица Ганы просто тонет в море подержанной одежды со всего света. Так каким же образом такая одежда оказывается здесь? И почему во всем мире так много остатков одежды становятся отходами? Одежда прибывает в тюках, каждый из которых может весить до 60 килограмм. Грузчики переносят тюки от контейнеров к торговым точкам, наматывая в самые загруженные дни до 10 километров. Розничные торговцы покупают тюки по цене от 100 до 300 долларов, не имея понятия, что находится внутри. Эти торговцы, мужчины и женщины, ждут распаковки нового тюка, чтобы успеть заполучить лучшую одежду из него. И хотя они старые друзья, но этим утром многое поставлено на карту. Они говорят друг другу о том, как они хорошо выглядят сегодня. Но через несколько мгновений эти люди превратятся в заклятых конкурентов. Ведь если не заполучить лучшую одежду, то ничего и не заработаешь. Торговцы волнуются, пока работник режет тюк. И вот, наконец, тюк разрезан. Джанет Кьерова начала продавать одежду 12 лет назад на обочине дороги и накопила достаточно денег, чтобы арендовать собственный магазин на рынке. Джанет обычно пытается продать содержимое одного тюка, прежде чем покупать другой, поэтому время дорого. Нужно попытаться как можно быстрее вернуть деньги, вложенные в товар. Хорошие вещи можно продать примерно за 10 седи. Это около $1.60 за штуку. Изделия из более дешевой ткани или с прорехами стоят 16 центов. Джанет говорит, что ее семья выигрывает от этого, потому что у них есть одежда. Но сейчас ситуация меняется. Бывают дни, когда Джанет не может продать ни одной вещи. Она говорит, что цены на тюки растут каждый месяц, хотя качество одежды ухудшается. В течение недели она не может продать все вещи из своих тюков, из-за этого ей часто приходится залезать в долги. Иногда денег, которые она зарабатывает, едва хватает на покрытие недельных расходов. Джанет вынуждена сотрудничать с портными, такими как Наана, чтобы исправить разрывы или изменить размер одежды для клиента. Джанет считает, что вещи в тюках – это просто мусор, и торговцы просто продают их себе в убыток. Она не помнит, что кто-то когда-либо разбогател на их продаже. Она платит Наане 16 центов за ремонт прорехи на ее блузке и просит снизить цену за ремонт, так как является ее постоянным клиентом. Но портниха считает, что вещи почти негодные, чтобы их шить.
Она говорит, что заработок низкий. Иногда у нее бывает так, что даже нет денег, чтобы вернуться домой. Другие торговцы полируют обувь, чтобы изменить ее цвет, или красят и накрахмаливают джинсы, чтобы они выглядели как новые. В другом месте рабочие гладят одежду при помощи пара перед тем, как выставить ее на обозрение. Для этого они нагревают свои утюги углем, а затем гладят одежду через мокрую ткань, чтобы образовался пар. Но есть в Кантаманто люди, которых рынок сделал успешными. Например, Асари Асамоа, как и все, начинает свой день рано. Он успешный импортер подержанной одежды. Асари живет в нескольких часах езды от центра города. В хороший год импортеры могут продать товаров на сумму более 95 тысяч американских долларов. Асари Асамоа приписывает успех своей семьи божественному вмешательству. Сегодня прибыли новые тюки, и Асари проверяет свой заказ. Он привозит одежду в основном из Соединенного Королевства, и если она хорошего качества, он может прилично заработать. Но это рискованное дело. Он должен заплатить вперед за тюки и никогда не знает, мусор это или сокровище. Поскольку дешевая и быстрая мода наводняет мир, качество одежды, поступающей в Гану, становится все хуже и хуже. Эти тюки отправляются почти во все уголки обширного рынка Кантаманто. Рынок – это шумный лабиринт, где продается почти все. Этот рынок является одним из крупнейших в Западной Африке, а может и во всем мире. Его можно назвать мировым центром подержанной одежды. Товары отсюда отправляются по всей Африке. Аиша идет за тюком одежды к импортеру Асари. Ее профессия называется кайяя или старший портье, а проще говоря, переносчик тюков с товаром. Здесь она принимает товар и отправляется с ним в магазин. Ганские женщины кайяи обычно вынуждены покинуть свои деревни на севере страны из-за конфликта или безработицы. В Акре Аише повезло. Здесь она зарабатывает $5 в день. Тюк с одеждой, которую она несет, весит более 50 килограммов. Это тяжелая и опасная работа. Когда после такой работы Аиша, измученная и больная, приходит домой, она перед сном принимает обезболивающие средства. Некоторые переносчики не выдерживают и отправляются домой обратно на север страны. Чаще всего это связано с полученными травмами и дальнейшей нетрудоспособностью. Это случается довольно часто. Наконец, груз доставлен. Торговля одеждой, бывшей в употреблении, также опасна и для импортеров. Они платят авансом до $95 тысяч за контейнер, без гарантии, что одежда в нем хорошая. Часто бывает, что почти вся одежда в контейнере очень плохого качества. Асари ежегодно импортирует до 3 миллионов единиц одежды, бывшей в употреблении. Когда он находит западных экспортеров с одеждой хорошего качества, то он может рассчитывать на получение прибыли. Асари также продает свои недавно импортированные товары другим продавцам на рынке Кантаманто. Сначала кажется, что это похоже на хаос, но в этом безумии есть свой порядок. Это ритейлеры, а проще говоря, розничные торговцы, собирают лучшую одежду, которая поступила из тюков, чтобы подготовиться к базарному дню. Рынок наводнен дешевой одеждой так называемых брендов быстрой моды, таких как Marks & Spencer и Zara. Западные образцы настолько дешевы, что местные производители текстиля не могут с ними конкурировать. С 1980-х годов их производство в стране упало на целых 75%. Продавцы показывают, какую одежду они просто выбрасывают. Что бы с ней ни делали, дефекты уже не исправить. Каждый вечер, когда покупатели расходятся по домам, начинается уборка. Переулки просто полны непроданной одежды. Все это подметается и упаковывается в мешки. На следующее утро количество отходов ошеломляет. Но еще до того, как мусор увезут, находятся торговцы, которые и в этих мешках находят одежду, которая будет выставляться на продажу. И так происходит каждый день. Многие непродаваемые вещи выбрасываются в старую Падаму. Это маленькое поселение с большой свалкой.
В этих самых больших городских трущобах некоторые кучи мусора возвышаются на 9 метров, что выше, чем некоторые здания поблизости. Чаще всего много мусора привозят сюда неофициальные сборщики. Вот такие синтетические ткани разлагаются сотни лет. Свалка – рассадник комаров, которые разносят малярию, а вода может распространять холеру. Эти зловонные горы одежды часто поджигают, наполняя небеса едким дымом. Свалка отбрасывает свою смердящую тень на близлежащие районы, и результаты ее деятельности будут сказываться на жизни грядущих поколений. Жители Старой Фадомы не несут ответственности за эту проблему, но вынуждены с ней жить. Каждый день этот грузовик наполняется до отказа. Еженедельно на городскую свалку с рынка Кантаманта вывозится примерно 6 миллионов предметов одежды в виде отходов. Давление со стороны индустрии одежды, бывшей в употреблении, неумолимо. Город Аккра теперь должен найти где-то место, чтобы утилизировать более 160 тонн текстильных отходов, поступающих каждый день. Проблема в том, что в Аккре не осталось места, чтобы их разместить. Вот эта массивная, тщательно спроектированная свалка должна была стать решением кризиса отходов в Аккре. Этого должно было хватить на 15 лет. Но как только полигон начал принимать отходы одежды с рынка Кантаманта, он был заполнен до отказа всего за 5 лет. Еще одна проблема возникает, когда в Гане начинается сезон дождей. Идут проливные дожди, ненужная одежда смывается в открытые канализационные трубы города и забивает все водные пути. Любой сильный ливень собирает весь этот несобранный мусор и через ливневые стоки, которые ничем не прикрыты, выносит его в океан. Это означает, что все эти слои текстильных отходов накапливаются на дне океана, и это то, что задушит там водную жизнь. А это то, что океан выбрасывает на пляже. Например, этот находится всего в миле от Кантаманта. Сегодня активисты отслеживают, как отходы одежды смываются в море. Лиз Рикетс говорит, что одежда запутывается и забивает стоки, способствуя тем самым наводнениям. А они затем вызывают кризис общественного здравоохранения. И в конце концов одежда опять уходит в море и отправляется на дно океана. Это опасно для людей. Одежда попадает в сети рыбаков и может повредить моторы лодок. Экологи уделяют внимание Аккре как одному из конечных пунктов цепочки поставок поношенной одежды. Эта команда экологов измеряет то, что они называют щупальцами – длинные сплетения тканей и песка. Всего за первые 2 месяца работы они нашли более 350 груд одежды вдоль всего побережья. Самые популярные бренды, найденные на пляже, это Marks & Spencer, Next, H&M, Nike и Gildan. Одежда выглядит буквально как скала, и по ней ходят. Это как будто часть природного ландшафта, и это ужасно. Возникает вопрос, как же пожертвованная одежда попадает сюда? Американцы часто жертвуют одежду благотворительным организациям, таким как Goodwill и Армия Спасения, которые позже продают ее в своих магазинах по низкой цене. Но продается далеко не все. Тогда центры пожертвований обращаются к экспортерам, таким как Bank & Vogue. Эта компания продает одежду из США, Канады и Европы в 27 стран мира. Она продает транспортные контейнеры, наполненные одеждой, так называемому сортировочному центру. Один из центров находится в Пакистане, где оценщики сортируют миллионы предметов одежды, бывшей в употреблении, по сотням категорий. Например, женские блузы для офиса, женские блузы для повседневной жизни, женские джинсы, мужские джинсы, детская одежда, юбки, женские шорты, мужские шорты, нижнее белье, пижамы. Вельветы – это отдельная категория. Самый ценный предмет – женские бюстгальтеры. Западные покупатели, если видят, что торчит проволока, они часто жертвуют свои лифчики на благотворительность. Использованных бюстгальтеров никогда не бывает много. Оценщики должны отсеивать вещи, которые никто не купит, но все же некачественная одежда может ускользнуть от их взгляда и все равно оказаться в Кантаманто. Лиз Рикетс с командой проверила один из тюков с одеждой, где 90% ее оказалось испачканной. В некоторых местах пятна неприятно пахли, а в некоторых местах одежда была липкой.
Таким образом, из 200 предметов одежды только 20 можно было использовать для продажи. Статистика говорит, что более трети одежды в Кантаманто выбрасывается. Организация ЛИС пытается что-то с этим сделать. Операционный фонд недавно построил лабораторию, чтобы выяснить, как перерабатывать отходы одежды. Розничные торговцы, такие как Джанет, учатся измельчать непроданную одежду, чтобы продавать ее в качестве утеплителя для матрасов и мебели. Но измельчение – это крайняя мера, потому что оно не приносит большой прибыли. Носильщики также могут научиться здесь шить и таким образом получить навыки, которые помогут им отказаться от опасной работы ношения тюков на голове. Для ЛИС проблема гораздо важнее, чем просто Кантаманто. Она хочет привлечь к ответственности глобальную индустрию моды за этот беспорядок. Своей целью в этой работе ЛИС считает не отмену торговли подержанной одеждой, а сдерживание перепроизводства и чрезмерного потребления быстрой моды в странах Европы и Америки. Одним из инструментов для этого мог бы стать закон для Европейского Союза, Великобритании и США, который бы заставил модные бренды финансировать переработку одежды. Избавиться от отходов одежды практически невозможно, но ЛИС считает, что развитые страны Запада могли бы извлечь для себя уроки из работы рынка подержанной одежды в Акре. А для потребителей решение еще проще. Нужно меньше покупать такой одежды. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!